Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. И цыганский старинный пасьянс, что скоро произойдет в ближайшем будущем в течение марта 2026 года, что прояснится в вашей жизни. Конечно, жизнь не бывает полностью предсказуемой. Все то, что происходит вокруг нас, лишний раз это подтверждает. Но давайте все же рассмотрим один из возможных вариантов развития событий. Что будет дальше? Как быть в этом сложном мире? Ну и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но карты пасьянса, они иногда подсказывают нам дельные вещи. Ну, я надеюсь, в любом случае, чем-то наш расклад вам будет полезен, или мы с вами проведем приятное время. Иногда карты больше свидетельствуют о том, что вот, ну, ближе к нам по времени, как бы расстояние по времени. Поэтому, может быть, это такая прелюдия перемен. Может быть, вполне вероятно. Март у нас такой месяц немного контрастный. И еще до 20 марта по 19 у нас ретроградный Меркурий, а также много энергии рыб, мои дорогие. Поэтому всегда границы стерты. Это много эмоций. Вот эмоций может быть много в марте. Но уже солнце в Овне будет с 20 буквально. Ну и что-то начнет меняться. Итак, смотрим, что для скорпионов. А вот колокол у вас выпадает. Это, знаете, это какая-то неожиданная новость, весть или то, что вы слышите. Ну, может быть, даже в средствах массовой информации. А вот зачем моим дорогим скорпионам такое вот? Правда, нож, это, знаете, это даже какая-то... Нож– это ссора, это какая-то конфронтация. И здесь может, я, кстати, не исключаю, потому что планетарные транзиты, ну, вот так именно на нас влияют, карты тут уже ни при чем. Тут и, как я сказала, эмоций много, но и люди тоже не сдержаны в эмоциях. Может быть, это вам придется марку держать, мои дорогие, потому что кто-то может пытаться вас выводить на эти эмоции. Или как нарочито пытаться ссориться, я такого не исключаю. А ведь и правда, тут не столько вы, сколько для вас. Ну, может быть, это у кого-то такт закончился, да, или, я не знаю, что там у них закончилось. Но вот смотрите, для вас спокойное течение жизни. И тем не менее, какую-то новость вы услышите. Это всегда неожиданная новость. Может быть, она будет даже, знаете, как связана банально. Мы разговариваем с каким-то человеком, он разговаривает так эмоционально, уже включился как бы в какой-то процесс, вопрос, и дальше, больше, может быть, о чем-то пробалтывается, рассказывает чего-то больше, и мы уже где-то можем быть шокированы от услышанной новости. Но, тем не менее, раз это выпало, стало быть, нужно, ну, как-то это принять во внимание, мои дорогие. Хотя это может быть любого рода неожиданность. Это может быть неожиданность, даже с которой вы просто, ну, знаете, как не согласны. Может быть, это не оказывает влияния вот именно на март, на ближайшее время, но вас где-то заставляет на будущее что-то перепланировать, передумать, отчасти нарушая ваши планы. Но тут может быть такая ситуация, знаете как, ну и ссора все-таки тоже может быть. Но, тем не менее, лично для вас у вас спокойное течение жизни. Смотрите, цепи и выпадает костер. Это домашний очаг. А вот это, знаете, как сердечная тяжесть. А тем не менее, любовь, мои дорогие. Ну, здесь могут просто, знаете, как говорят, милые бранятся, только тешатся. Ну, может быть, кто не так давно знаком или не так давно вы, может быть, проживаете вместе. Ну, нашла коса на камень, с кем не бывает. Не драматизируйте, мне прямо так хочется сказать, глядя на все карты пасьянса, потому что по факту ничего плохого. Более того, посмотрите, флаг– это победа, роза, поэтому все тут устранить шероховатости вполне в ваших силах, и это совсем не то, что что-то там такое вот, знаете, что мы не можем изменить. Нет, было бы желание. Но, видимо, Скорпион какие-то выводы будет делать. И что у вас еще выпадает? Смотрите, здесь может быть даже такая история. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Мы ведь все разные. В нашем пасьянсе, напомню, мы можем складывать
Карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Вот представляете, полное. Ну, конечно, я не берусь судить, насколько полное, но ведь правда для вас тут что-то складывается положительно. Даже если поначалу, ну, нам кажется, да елки-палки, ни в какие ворота не лезет. Ну, вот что-то такое у вас контрастное, понимаете, может быть. И пока я с вами говорю, просматриваю, что мы можем еще соединить. Не вижу больше совпадений. Причем, знаете, вот эта новость, она какая-то действительно неожиданная. У вас не совпали ни змеи, ни маски, мои дорогие. Ну или вот прочая такая ерунда, которая нас заставляет, вот знаете, так это насторожиться, да? Принять как будто стойку такую подготовительную, быть вот таким, знаете, начеку. Нет, такого нет. Поэтому, может быть, это даже у вас такое состояние, да все хорошо, и вдруг бац, тебе какая-то новость. Ладно, ну давайте вот с вами немножко раскроем. Что скрыто от вас? Может быть, это, знаете, даже от человека какого-то придет новость. К примеру, вы что-то вместе с ним планировали. Вот такая история может быть. Вы с ним планировали, а тут вдруг человек либо вам что-то такое скажет, и вы понимаете, в его планах вас уже нет, или он как будто на своей волне, вас это где-то может задевать, да? Или, может быть, еще человек может вам что-то доказывать, знаете, как свою правоту. Может быть, он 150 раз не прав, но он будет с пеной у рта вам что-то доказывать. Вот что-то тут такое действительно нашла коса на камень. Итак, наш следующий вопрос. Что скрыто от вас, о чем вы не подозреваете? И что тайное станет явным? А что будет дальше? Вот мне очень интересно, да? Что вас ждет? К чему приготовиться? И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Что ждет скорпионов? Сфера работы, достижений, важные встречи, контакты. У кого-то документы, у кого-то учеба. Перекладывайте на себя тоже, что ждет. Ну и финансы, что ждет скорпионов. Очень хочется открыть вот эту карту. Ага, а ведь и правда. Тут, скорее всего, будет тот человек, которого вы хорошо знаете, что скрыто. Ну, может быть, человек не скрывал, вот я и говорила. Тут, знаете, какая-то путаница тоже может быть. А может быть и дело принципа. Ну, почему нет? Ведь это всегда карта выбора. Мы говорим, нашла коса на камень. Ну, может быть, и какая-то ссора. Не обязательно теперь. Может быть, она состоялась днями ранее. Может быть, месяцем. Так что тут скрыто? Завершение, перерождение. С чем это связано, старший аркан? Вы знаете, а ведь правда, вы можете, как сорока на хвосте принесла, узнать какую-то тайну. Вы будете делать однозначный выбор. Тут какая-то принципиальная вами позиция будет. Может быть, это и другой человек делает выбор, но больше я склоняюсь к тому, что, вы знаете, какое-то будет такое действо, сюжет, когда вы поймете, что мы разные. Вот с каким-то человеком. И у кого-то это может быть даже та дружба, которая длилась очень долго. Почему нет? Но я должна сказать, по аркану Иерофант, тут как будто по судьбе было пройти такой путь. Но я не исключаю, может быть, кто-то из вас столкнется с такой новостью, когда кому-то от вас потребуется помощь. Тут тоже своего рода жизненный экзамен, и вы можете думать, а нужно мне в этом участвовать или нет. Вот эти рациональные мысли, и все-таки с элементом того, что мы отказываемся, две карты, которые говорят, что мы либо изящно что-то завершаем, либо же мы по 13-му аркану, как перерождение, что-то трансформируем на новый лад, на новые рельсы. Как будто мы тут что-то переделываем, перестраиваем, организуем по-новому. Но вот это состояние выбора. Тут действительно два старших аркана по бокам, когда хотим мы или нет. Ну, это нам по судьбе. У кого-то из вас могут стоять на кону, ну, такие вести, иногда по иерофанту. Мы говорим, это традиции, да? Может быть, так отдаленно у кого-то из вас весть, которая касается вашего дома. Или того места, которое вам знакомо, может быть, да, или дорого, или вы долгое время там пробыли, прожили, теперь тоже какая-то новость приходит. Может быть, это от вас потребует именно и отправиться в какие-то инстанции для того, чтобы что-то прояснить.
Ну и разобраться, ну, на каком вы небе, как будто, да, каков ваш именно статус. Тут ведь статусная карта, понимаете? Если мы говорим традиции, и вот этот статус у кого-то может проиграться в что-то подобное даже по работе. Почему нет? Когда тоже приходится делать выбор, мои дорогие. У кого-то из вас может быть такой выбор, который где-то захочется вам, словно уйти, хлопнув дверью. Вот я держите свои эмоции, правда. Тут как будто люди испытывают эмоции. И этот вот такой своеобразный жизненный экзамен, ну, нужно будет как-то пройти. Но для вас этом я вижу все-таки какой-то очень добрый смысл. Почему? А потому что явно вы, мои дорогие скорпионы, вы все предчувствуете. И если кто-то скажет, что нет у меня никакой интуиции, поверьте, вы себя еще не хорошо знаете как должно. Но я думаю, большинство со мной согласится. Поэтому вы о чем-то думали. Вот что я хочу сказать. Тут не то, что это зненацку, оно свалилось на голову. Нет, тут ничего не свалилось. Оно, вот судя по аркану влюбленные, оно уже какое-то время продолжалось. И явно были какие-то моменты, которые вас не устраивали. Ну вот теперь какая-то ситуация, она должна просто проясниться. Но ведь сепарация только иллюзия, говорит нам старший аркан влюбленный. Поэтому я вижу, что тут у кого-то может быть, ну, такое примирение даже, да, у кого-то. Я уже разные варианты рассматриваю. Примирение, кстати, по работе тоже тут возможно. Может быть, это вы хотели занять должность какую-то, да, получить или строить карьеру. Где-то вставляли палки в колеса. Ну, здесь мы можем, очень рационально, если, да, потому что королева мечей. Все же мы знаем, что прообраз Юдифи отрезала так отрезала. Поэтому тут нужно, не теряя самообладания, самое главное, эмоциональной выдержки, какую-то свою линию мягко, но уверенно все-таки доносить. И, может быть, какой-то консенсус, мои дорогие. Договариваться придется по тому или иному вопросу. Иногда по карте Иерофант это именно и идут. Вот все те процедуры, которые мы заключаем документально. Ну, может быть, договоры, контракты, брачные контракты, договоры. То же самое касается работы или иные документы. Одним словом, каким-то образом это оказывает влияние на ваш статус. Что станет явным? Чья-то хитрость, мои дорогие. Станет явным, что, ну, вот вы узнаете явно какой-то человек, ну, знаете, это как 3 пишем, а 2 еще в уме. Вы можете, вот как ни странно, удивиться. Вы кому-то доверяли, а здесь понимаете, нет. На какой-то момент вот вас эта новость, тут действительно что-то по судьбе, узнать правду. Вы можете даже узнать в этот период правду из прошлого, далекого прошлого. И эмоционально это где-то поглощать может. Но тем не менее, для вас как будто высшие силы меняют вот именно, ну, как траекторию либо вашего движения, либо так, как вы всегда принимаете решения, или то, как вы действуете. И для вас во благо, потому что по тузу чаш мы все равно, ну, как будто выздоравливаем, мои дорогие, все-таки перерождение. Да, мы тут что-то будем, вы будете что-то менять. Где-то много дум будет самых разных, но в конечном итоге вы от принятого решения останетесь довольны. От принятого решения, потому что у вас как будто, вот я говорю по этой карте, словами Клаудио Пенейро, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Так вот это и есть освобождение. Ну, согласитесь, может быть, вас какая-то история волнующая была, да? Или какой-то такой сюжет из вашей жизни, который вы долгое время не могли отпустить. А может быть, даже эта история как будто закончилась. Но она продолжала жить именно в ваших воспоминаниях, но вот в чем-то в таком, что на практику вроде не переложишь, а покоя не дает. Вот подобное выздоровление у вас может проходить до конца марта. И я не исключаю, что какие-то люди, персоны, ситуации могут возвращаться. У нас март именно такой. И поэтому, значит, это все не случайно, потому что в чем то пора ставить точку. И буквально провожать и
изящно, может быть, да, завершать, потому что это где-то отнимает ваши внутренние силы. Одним словом, выздоравливать время пришло. Что будет дальше? К чему все приготовиться? Ну, это все то, что я вам сказала. Я знаю, что среди вас очень многие знают карту Таро. И ведь это карта ясности, мои дорогие. Может быть, не все детали прояснились, да, вот буквально в ближайшие где-то дни. Но что будет следовать дальше? Может быть, из марта, конец марта или из марта, переходящим в апрель. Ну, я должна сказать, вы ведь знак зодиака стихии воды. И у нас с вами инновационно-революционная планета Уран находится в знаке Телец. Это последние уже шаги, последние реверансы до 28 апреля. Поэтому включительно где-то до 28 апреля мы, правда, можем что-то перестраивать, обустраивать, отказываться, принимать. И Уран в Тельце, вы скажете: "Да я не Телец, о чем ты говоришь?" Так вот, специально вот последний вот этот реверанс Урана в Телец в прямом движении как раз и вызвался помочь знакам зодиака стихии Земли и воды. Понимаете? Правда какая-то должна восторжествовать, потому что у вас как миссия какая-то вам тут. Ну, правда, это вы направление 6-8 месяцев. Это вот то, что вы сейчас определяете, разбираетесь. Этим вы будете заниматься, ну, почти до конца года. И это солнце, это новое качество жизни, это новые вершины, новые берега, новые интересы, новые встречи, новые контакты, новые возможности. Что ждет в жизни личной? Мысли какие-то. Конечно, по тузу жезлов это всегда информация. Может быть, это у кого-то с родственником связано. А вот правда действовать придется не так, как прежде. Словно наша девушка идет, смотрите, 2 шага всего лишь, но идет над обрывом. Знание– сила, поэтому для кого-то из вас, кстати, с учетом королевы мечей, может быть, это вы пойдете к узким специалистам или пойдете к людям знающим, те, которые либо имеют опыт по тому делу, которое тут у вас разворачивается, либо знают закон, например, почему нет. Вам именно нужно заручиться какими-то знаниями или вот поддержкой, ну, в виде знания буквы закона, может быть и так. Ну, может быть, не буквально закона буквы, да. Тут ведь у кого что, у кого-то это могут быть, ну, к примеру, налоговые или когда нужно переписать какой-то отчет, а мы смотрим на личную жизнь. Ну, может быть, это какой-то документ нотариальный, мои дорогие, да, или это просто касается вашей личности. Ну, не только про любовь будем говорить. Но вот такая метаморфоза будет или может быть, и вам как будто вот 2 шага, да, от одного берега к другому нужно перейти. Но надо на это решиться. И вот представьте, что вы уже шагнули на эту тоненькую жердочку. Вы ведь не сможете не оборачиваться назад, не смотреть вниз. Ты можешь идти только вперед. Вот такая подсказка. Ну и знание сила имеется в виду не самому там додумывать, тогда мы наоборот, вот как я уже не буду ворошить эти карты, мы можем застрять, потому что мы там разных вариантов надумаем, а еще плюс эмоции, если добавим, ну вообще. Так что ждет в жизни личной? Вот это да, мои дорогие, вы с чем-то тут определяетесь или с кем-то железно. В картах Таро 2 карты выбора правильного направления. Вот это 6-8 месяцев, как я говорила. А вот звезда– это все то же самое, но это десятилетие. Это, наверное, за период Плутона, ваша планета-управитель у Водолея, с заходом на 44-й год. Это карта исполнения желаний. Это когда мы, может быть, куда-то переезжаем. Пусть мы буквально вот в марте не переедем, хотя, может быть, у кого-то в связи с переездом как раз и будут какие-то организационные мероприятия, тут и законы узнать, еще как что-то узнать, бумаги какие-то оформить, документы. Но это все-таки более далекая дистанция, которая для вас свидетельствует о вашей популярности. Все-таки мы на личность тоже смотрим возрастающей именно вашей роли или вашем статусе, мои дорогие. Поэтому берите вот такие ориентиры. У вас что-то весною, давайте так скажем, решается. Очень основополагающее. Но вы сами это решаете. Выбор делаете вы сами. Аркан влюбленный– это ваш сугубо выбор. Поэтому, может быть, и вам поразмыслить так холодной головой, без эмоций придется. А может быть,
действо таково, что понадобится консультации специалистов, то есть мы все разные. Я должна сказать, туз жезлов, я тоже часто говорю, словно делит нашу жизнь на период до и после. Вот что-то такое вы можете узнать. Вот, кстати, тройка пентаклей, работа в команде. Мы смотрим с вами на работу. Но по этой карте тоже своеобразный экзамен, а для кого-то получение документов, важные встречи, важные контакты. Мы можем даже прийти к выводу, нам нужно срочно что-то изучить. Изучить язык, а может язык программирования, освоить какой-то ресурс быстро, 2-3 месяца, может быть, да, чтобы приступить к работе. Или получить бумагу, сертификат, чтобы мы могли вот совершить, да, вот этот взлет по карьерной лестнице. Хотя тут не совсем взлет, а тут ступенчатый подъем, мои дорогие. Ведь эта карта больше говорит: ты не торопись. Ступеньку преодолел, отдышись, осмотрись, и только потом иди дальше. Но все же эта карта будет говорить о том, что вот вы сейчас, если что-то изучаете, ну, может быть, это кто-то осваивает, ну, знаете, как навыки по работе, и именно находясь на вашей работе. Или, может быть, какие-то даже документы переписывает, вот, то тогда для вас это будет означать определенную стабильность и вот этот самый якорь. Тут нас тогда и закон бережет, знания вас берегут. Так что же тут еще? Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям, мои дорогие. Здесь что-то может меняться, когда вам нужно, не откладывая на потом, куда-то поехать. Может, это будет связано, кстати, правда, с родственником, может быть, с кем-то из близких. Король Пентаклей иногда об этом говорит. Может быть, это отъезд человека, да, или вам придется возглавить какое-то мероприятие, организацию, вашу работу. Но вы будете как на руководящей должности. Придется быть консерватором, мои дорогие. Но все-таки от тройки Пентаклей к королю Пентаклей я тут вижу, а ведь и правда тут возможность реализовать свою мечту, причем так планомерно, может быть, где-то и консервативно, но по-другому в наше время нельзя. Король Пентаклей — это где-то и вам, говорят, и примерь на себя вот именно такую позицию. Конечно, тут могут быть работники банков или иногда структур каких-то, ответственные чиновники, может быть, у вас будет много контактов, да, но вот все то же самое мы можем перенести где-то и на документы, у кого-то на учебу, сдачи экзамена, почему нет? Очень много значений, мои дорогие. Но тут именно что-то происходит, даже если вот эти неожиданности, да, как по рыцарю жезлов. Но это как-то не вам способствует для вашего статуса. Финансы. Не торопись тратить, Скорпион, это точно. По двойке Пентакля как будто балансировать придется. Сейчас не столько важны деньги, а вот именно карьера, статус, ваш престиж, ваш имидж, мои дорогие, где-то приготовьтесь к этому. Но тут больше сам за себя, мои дорогие, правда. Давайте мы узнаем. Но, кстати, карта тоже говорит: будь легок на подъем. Так что же по финансам? Нулевой аркан. Вы знаете, новые возможности уже открываются, правда. Вот все то, что я говорила, плюс еще присоедините финансы. Но что с этим делать, пока непонятно. А что с этим делать? Работы много. Вот так. Работай, и у тебя все получится. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Мне нечего добавить. Деньги есть, деньги будут, но сейчас предельное внимание к деньгам. Может быть, какие-то изменения, ну, в принципе, не может быть, а точно нулевой аркан. Это новый жизненный этап. И вам вполне вероятно для каких-то инвестиций или для самого себя понадобятся именно финансовые ресурсы, а это финансы — один из способов взаимодействия с миром, чтобы что-то осуществить. Ну, наверное, большому кораблю большое плавание. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Понятно, почему 13-й аркан. Тут время подводить итоги у вас. И не потому, что как будто вы этого хотите, а потому что либо вам уже надоело, либо последний какой-то, знаете, последняя капля или последний триггер, и вы сможете вздохнуть свободно. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы пишите мне искренние душевные комментарии, за вашу доброту, за вашу отзывчивость и помощь моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, как и гороскопы, так и статьи по психологии. Все ссылки на мой сайт
в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.